Ребят, всем привет! Ну что, у нас сегодня будет инсталляция гидроразводки на Kubota U30-5. И причем гидроразводка куплена нами у дилера прям полностью оригинальный комплект. Посмотрим, насколько сложно это будет, а может быть наоборот легко. Честно говоря, никогда не делали. Обычно есть ребята у нас, которые этим занимаются профессионально, просто отдавали им, они делали. А тут решили попробовать все-таки установить заводской комплект, потому что все равно нет-нет, да, иногда от наших клиентов жалобы поступали, где-то трубка неправильно установлена, что-то там мешает, перетирает, постоянно это приходится доделывать, допиливать. Пришло гениальное решение, а почему бы нам не заказать оригинальный комплект у дилера и его установить. В общем, сейчас начнем. Там по факту уже буду все рассказывать, показывать, как это происходит, насколько это сложно, либо легко. Опять же, в чем плюс вообще всего этого мероприятия? Я много раз клиентам говорил и говорю, что когда клиент заказывает экскаватор с уже установленной гидроразводкой с завода, как бы да, это хорошо, но японцы, они очень как бы люди разумные, и если им разводка в дальнейшем не понадобится, они ее ставить не будут. Соответственно, если она стоит, разводка, она использовалась. То есть, опять же, вы должны понимать, что экскаватор с наработкой 3000 моточасов, который просто копал, либо который работал на молоте, состояние будет абсолютно разное. Поэтому тут огромный плюс, когда вы покупаете экскаватор без гидроразводки, то есть у него целее, живее состояние, и потом дополнительно ставите уже под свои нужды. То есть по итогу вы выигрываете по состоянию техники. В общем, хватит болтать, пойдем устанавливать. Вот так, собственно, выглядит заводской комплект. Все очень красиво. Также педаль, чтобы у нас была, которая идет на разворот стрелы вправо-влево. И теперь будет откидываться вот такая педалька. Хоп. И вперед-назад будет у нас работать гидроразводка. Также все болты, заглушки. Вроде как все есть, даже инструкция и наклеечки есть. Выглядит все очень круто. Посмотрим, насколько круто это будет при установке. Причем у Kubota серии U очень круто сделано. То есть мало того, что да, есть свободная секция под разводку уже, также уже прокинут тросик. То есть механический тросик, он уже проложен и выведен туда под педаль. То есть практически уже по внутренностям все сделано. И причем это у всех U30-х, U35-х. Так сделано, поэтому нам достаточно просто будет все инсталлировать, наверное, просто. Причем шланги уже идут с защитой сразу с завода. И также здесь. Пока все выглядит очень красиво. Опять же, описание полностью всего, что у нас есть, и уже краткая инструкция по инсталляции есть с основными точками и узлами. Крепление также по распределителю, какие работы надо произвести. В общем, очень интересно, но ничего не понятно пока. Даже по циферкам есть все расписано, что куда прикручивать. Класс. Практически конструктор по номерам. Все легко и просто должно быть. Причем, опять же, видите, как удобно. Все места крепежей, они уже есть всегда. То есть заглушечками они, как правило, закрыты, чтобы не ржавело и не гнило это. Вот здесь уже отвалилось, причем видно, что она была. Поэтому сейчас заглушки поснимаем и уже потихоньку начнем с самого простого, то есть потихоньку собирать трубопровод. Несмотря на то, что заглушки стояли, но резьба слегка подржавела, поэтому решили прогнать метчиком, чтобы в дальнейшем один раз понятно, что мы закрутить сможем, но если кто будет снимать, чтобы это не превратилось в проблему.
Ну да, это при том, что мы прошли мечиком и смазали со скрипом. Причем по схеме почему-то нарисовано, что здесь один, отверстие 2, но болт 1. Ну, мы, наверное, все равно сюда потом добавим, когда доделаем. А то как-то некрасиво смотрится. Приятно, конечно, работать, когда все новое, все родное, все подходит, а ты просто инсталируешь. Чё, не подходит? Какая-то ловушка. Ага. Интересно. Здесь крепится палец, и визуально не похоже, что подойдет. Ну, хотя, в принципе, если открутить вот эту, отогнуть, закрутить, а потом поджать, то, в принципе, ничего плохого, я думаю, не будет. Угу. Да, нормально. Ну все, теперь поджать это и все будет супер. Мне надо будет придержать, наверное, все-таки ключиком поменьше, Миш. Угу. Все, отлично. Красиво. Да, вот вместо вот этой штуки, по идее, должна вон та штука стать. Ну-ка. Так вот. Наверное, да? Хоп. Во. Вот похоже, что оно вот как-то так должно стоять. Да, очень похоже. Сейчас будем притуливать. То есть вот эти штатные проставки
получается, у нас заменятся на те, которые стоят на трубках. Угу. Да, вот эту вот мы убрали штучку. Все, сейчас поставим туда трубку. О, подожди, а у нас вот эта штучка не встанет, да? Нам, наверное, рано закручивать. Вот эту защиту нам надо поставить. Оп, вот так вот. О, вот теперь красиво. Вот так красиво все у нас получается. Супер. Как идеально все встраивается. Миша, вот здесь закрути верхний. Бриджстон. Вот такая вот красота. Крышку мы временно демонтируем, чтобы у нас был легкий доступ к распределителю. Вот, собственно, в эту секцию нам надо будет подключиться. Сейчас будем пробовать. И главное еще правильно прокинуть нам шланги, чтобы нигде ничего не терло, а было все как по заводу. Ну что у нас? Можно сказать, что мы уверенно движемся к финишной прямой нашей гидролинии. Неумолимо подбираемся к распределителю. Также заранее прогоняем все резьбы и смазываем. Ну
вот здесь не придется. Здесь болты были закручены, поэтому здесь все будет хорошо. А там, где отверстия просто были либо без заглушек, либо с заглушками, все равно вода попадала и немного подржавела со временем. На шлангах даже специальные отметочки, где должна стоять, где хомут должен стоять. И вот видите, вот получается у нас хомут вот сюда вместо этих двух болтов встанет. И тоже на шланге отметка. Очень удобно. Вообще молодцы, конечно. Максимально просто устанавливать. Даже любой справится в гараже. Все подсказки, инструкции, все есть. Класс. Полпятого у нас, как в пионерлагере, музыка. Кто был в Японии, многие обращали на это внимание. Есть временные интервалы, когда играет музыка. Утром, в обед, вечером. Чтобы людям было удобно не терять связь со временем. Если вдруг заработался, всегда тебе напомнят, когда тебе идти кушать, когда тебе надо собираться домой. Вот такая вот красота, все помечено. Так, ну первый шланг мы уже достали, вывели. Вот так вот он пойдет. Да, прям идеально все пока подходит. Разбираем пол сразу. Слегка поторопились мы прикручивать шланги. Надо сначала все-таки их прокинуть до распределителя, ровненько поставить, а потом уже прикручивать. И слегка мы поторопились, вот эти втулочки мы еще не поставили. Сейчас придется откручивать и ставить вот сюда вот эти втулочки. Ну ничего, мы первый раз делаем. Следующие разы уже будет с закрытыми глазами. Да, вот так вот. Даже сюда тоже не надо было прикручивать. Сначала все-таки надо линию прокинуть, а потом уже, когда все улеглось, все проложилось, и тогда уже прикручивать. Чутка мы поторопились. Причем, ребята, обратите внимание, то есть сейчас мы собираем схему, рассчитанную больше на вращатель. То есть оба шланга мы подключаем к распределителю, поэтому у нас будет два потока, получается, реверс и подача. То есть все заходит в распределитель. Под молот можно сделать только один гидрошланг подключить к распределителю, второй сразу подключить на обратку в бак, тогда у нас будет под молот. Либо сделать универсальный способ подключения, трехходовой кран, и через трехходовой кран уже можно переключать между работой гидровращателя и гидромолота, то есть переключение. И все варианты возможны, все варианты рабочие, но вот именно сейчас мы собираем вариант именно под вращатель. То есть у нас потоки туда-сюда. Мы думаем, что настало время педали. Сейчас попробуем собрать педаль. Посмотрим, как это будет. Легко или просто, или сложно. Угу. То есть еще какая-то у нас тяга добавляется. Да, вот как я, собственно, и говорил. Видите, вот у нас тяга идет. Вот этот тросик у нас идет на поворот стрелы. И вот уже прокинутый тросик и просто пустой конец. Видите? Вот он болтается. То есть все уже проложено с завода заранее. И нам остается только подключить. То есть сейчас педаль ставим, эту тягу также на место ставим и подсоединяем еще вот этот тросик. И в принципе все должно быть легко и просто. Ну, по крайней мере, визуально это выглядит именно так. Откроем окошко, чтобы удобнее было, чтобы она нам не мешалась.
Нижнее окошко тоже достается. Вот чем интересны заводские кабины заводского исполнения, что все у них предусмотрено. Летом можно работать практически как без кабины. Ну вот и все. Теперь у нас полный доступ. Но мы предполагаем, что вот этот болт надо открутить. И тогда у нас будет в двух плоскостях уже педаль двигаться и просто добавить, поменять педальку саму, и все должно заработать. Ну вот, собственно, педаль. Ну да, дополнительная секция просто приварена. И, в принципе, все так, она полностью идентична. Поэтому, кому нужна одинарная педаль, у нас есть в продаже. Обращайтесь. Вдруг кто сломал, загнул. Вот. И теперь вон тут болтик надо выкрутить, наверное. И у нас будет в двух плоскостях теперь работать. Угу. Хьюстон, у нас проблема. А нет, вышел. Так, и ну-ка, что, пойдет? Надо педаль поставить. Педалькой удобнее будет, там рычаг будет больше. Воткни. Нет, туда-сюда. Вперед-назад попробуй. Во, все. Все, вот она у нас шевелится. Теперь нам только прикрутить тросик осталось, и все. И все будет супер. А, ну и шплинт вон сюда поставить надо, да? Там лежал. Где? Вот этот. Не, а вот этот. Вот это вот, наверное, туда, нет? А, да? Там разве стоял? Там не стояло шплинта. Здесь не было. Да, здесь не было шплинта, вот там. Вот он. А там не был, там да? же болт был, да. Значит, сюда вот ставится. Ничего лишнего не положит. Да, вот этот шплинчик. Сейчас еще рано, надо это накрутить. Хорошо, согласен. Вот это туда, да? Да, вот этот вот кончик нам надо. Потом там стоит это сверху резьбы пластиковая заглушка. А, я думаю, почему такая толстая? Чтобы не заржавела резьба пластиковая, да. Пластиковый колпачок одет на тросик. Сейчас мы его снимем, накрутим вот эту штучку. И все у нас будет по красоте. Не, Миш. Так, вот у нас пластиковая заглушка на тросике. Сейчас ее нам надо как-то, наверное, даже, да, действительно ее проще открутить будет, чем отковырять. Так, ну и нам как-то же еще надо поймать, отрегулировать, или просто до гайки докручиваем и все, и не паримся. Сейчас пока докручиваем, а потом, когда мы Там все, додумали до нас. двигать, тогда будем регулировками заниматься. Ну все, наконечник на тросик мы накрутили, все зафиксировали. Все, сейчас осталось только нам затянуть вот там тросик и поставить педаль.
Все, самое сложное мы сделали. Все, педаль у нас работает, а теперь вон смотрим, если видно на камеру. Вот у нас шток ходит. Ну, визуально, ну да, однозначно полностью он заходит. Прям слышно, что он до упора. По-моему, все идеально работает. Все, последний шплинт. Все готово. То есть вот так у нас получается работает гидроразводка вперед-назад. И заметьте, когда педаль откинута, вот эта часть для разводки вправо-влево, она не нажимается у нас. Чтобы мы случайно стрелу вправо-влево не повернули. Как только мы педальку закрыли, все, у нас теперь вот так нажимается. Все идеально продумано, все идеально сделано. Так, ну что, смотрим, насколько сильно у нас потечет масло. Ну, вроде не сильно течет. Сейчас постараемся быстренько все подсобрать. Главное, Миш, не нервничай. Руки перестанут трястись. Я думаю, что надо вот эту гаечку чуть расслабить. Мы шланг сможем вот этот повернуть. Вот так вот давай. Хоп. Да. Вот этот шланг надо чуть-чуть крутануть, и мы сможем тогда подобраться. Угу. Все, теперь вот просто вот так вот. Хоп. Так, опаньки. Ох, отлично. Все. Резиночку мы установили. Сейчас чуть подтянем, и все будет по красоте. По идее, шланг. Тут пока в сторону откинуть, чтобы не мешался. И вот этот уже можно, я думаю, накидывать. Да, все. Так, у нас здесь масло посочилось. Миш, вот этот подтяни, вот, чтобы оно у нас то капает. Все, отлично. Ну, пока даже до ванны масло не дотекло, совсем чуть-чуть у нас, прям немного потеряли мы масло. Шланг, ага, надо чутка придержать. Подожди, я возьму. Все. А может сразу ключиком пробовать, не? А каким? Рожковым. Нет. Совсем ход маленький. Надо перевернуть ключик. О. Натравить надо. Хорошо. Не, ты крути, а я его буду давить. Сейчас вроде ровно встал на руле.
Да, там придется переворачивать, мне кажется, каждый раз ключ. Вот, что-то есть. Ну, процесс не быстрый, конечно. Откручиваем вторую пробочку на секции распределителя. Все, вот у нас масло потекло, ну совсем немного, чуть-чуть вот оно. Все, затянули. Вот отсюда масло даже и не течет. Ставим уголок. И вот это осталось у нас законтрагать и все. Вообще идеально просто. Все, красота. Просто как будто так и было с завода. Никакого колхоза. Шланги, все идеально протянуто. Сейчас здесь закрепим. Мы здесь уже подоткрутили, закрепим и все, готово. Выше чуть-чуть, мне кажется. 4 руки мало, все равно. Пятая вот так и просится в бой. Ну все, по одной стороне у нас полностью все готово. Все, красота. Сейчас по второй стороне чуть доделаем. И тоже уже практически все у нас готово. Мы, конечно, могли бы использовать электрический гайковерт, но не хотели делать видео слишком быстрым. Хотели чуть растянуть удовольствие, поэтому все вручную делаем. Чтобы вы могли насладиться каждым моментом этого действия. Все закрепили. Все, собираем пол, чуть смажем. Все, даже наклейка на педаль есть, чтобы понимать, как что работает. И даже вот такие наклеечки есть, как наждачная бумага, чтобы нога не скользила. Это тоже на педаль надо будет приклеить. Так, одно из самых важных мероприятий в сегодняшнем действии. Так, это есть. Это вот самое ответственное дело. Все, есть. Хоп, красота. И теперь вот эта наклеечка. На стекло. Не, а давайте вот сюда ее приклеим. Или на стекло. Наверное, на стекло правильнее будет. Ну, ее виднее, наверное, будет, да?
Вот она сама даже прыгнула, просто наклейка. Женя даже прицелиться не успела, она просто прилепилась, выскочила из рук и правильно приклеилась. Насколько Кубота все грамотно продумала, представляете? Ну что, долгожданный момент, испытываем. По нагрузке, в принципе, мы сразу увидим, работает у нас или нет. Заводим. Так. И откидываем педаль. И нифига. О, здесь есть. А туда? А, ну вот, все пошло. Вот, видно, шланг шевелится. Сейчас этот. Все идеально. Также видно, шланги шевелятся. Все, нагрузка идет. И туда, и обратно все у нас идеально работает. Все, ну и стрела. Да, все работает штатно. Все, красота. Кстати, экскаватор этот у нас в продаже. Скоро Евгений нам снимет обзорное на него видео. На втором у нас канале Богдан Автоспец Ревью будет подробное видео про этот экскаватор. Он у нас в продаже, доступен. Звоните, пишите. Всем пока.